Темная сторона Зимородка. Сюжетный хаос, нелепые повороты и герои, от которых устали миллионы. Турецкий сериал «Зимородок» стартовал как многообещающая и яркая психологическая драма с высокой динамикой, потрясающими рейтингами и химией главных героев. Однако по мере развития сюжета проект превратился в бесконечный аттракцион сценаристского абсурда, перепадов настроения и бессмысленных скандалов. То, что сначала интриговало, со временем стало вызывать у зрителей глубокое разочарование и испанский стыд. Персонажи, которые доводили зрителей до белого коленя. Главной проблемой сериала стал не просто дефицит адекватных героев, а то, как сценаристы заставляли персонажей совершать самые глупые и нелогичные поступки. Ферит Корхан. Инфантильный истерик. Главный герой, вместо того, чтобы взрослеть, из серии в серию демонстрировал эмоциональную незрелость. Ферит бегал от одной женщины к другой, устраивал эгоистичные сцены ревности, кричал на весь дом и постоянно перекладывал ответственность за свои косяки на окружающих. Его бесконечные качели между Сейран и Пелин превратили его в откровенный раздражитель. Сейран – королева противоречий. Гордая, умная и принципиальная девушка из первых серий со временем превратилась в персонажа с абсолютно размытой логикой. Сейран то кричала о независимости и уходила, то снова возвращалась в особняк, позволяя вытирать о себя ноги. Ее действия часто выглядели не как проявление силы, а как бессмысленные капризы. Пелин – липучка, без чувства собственного достоинства. Персонаж, который установил абсолютный рекорд по зрительской ненависти. Пелин годами терпела унижение от Ферита, соглашалась на роль второго плана, плакала и снова плела интриги, чтобы затащить его к себе. Ее постоянное присутствие в жизни главной пары вызывало только отвращение. Казым Ага – домашний тиран. Отец Сейран регулярно избивал и морально уничтожал своих дочерей, а через минуту превращался в комического персонажа, выпрашивающего деньги и машины у семьи Корхан. Такие резкие перескоки от жестокого абьюза к юмору смотрелись дико и неуместно. Сюжетный абсурд и нелепые повороты. Сценарий «Зимородка» с каждым новым сезоном все больше напоминал хаотичную мозаику, собранную на коленке. 1. Бесконечный бег по кругу. Сюжет строился на одном и том же выматывающем цикле. Сейран и Ферит сближаются, кто-то не договаривает правду. Происходит громкий скандал с дракой или разбитой посудой, они расстаются. Появляются третьи лица, они снова понимают, что не могут друг без друга. К 40-й серии этот конвейер окончательно изнурил аудиторию. 2. Забытые и выброшенные сюжетные линии. Сценаристы легко вводили новых персонажей, создавали вокруг них огромную интригу, а затем просто забывали про них или вычеркивали из сериала без внятного объяснения. Появившиеся враги исчезали в никуда, а серьезные травмы герои преодолевали за одну серию. 3. Нелепые криминальные разборки. Введение в бытовую семейную драму похищений, стрельбы, мести в стиле мафиозных кланов и физических пыток выглядело абсолютно инородным телом. История про молодых людей превратилась в какой-то дешевый боевик с туповатыми бандитами. 4. Полная отстраненность от реальности. Персонажи жили в огромном особняке, но никто из них практически не работал и не учился нормально, кроме имитации деятельности. Все их дни были полностью посвящены слежке друг за другом, подслушиванию под дверями и выяснению отношений в гостиной. Зимородок – наглядный пример того,
Как погоня за рейтингами и бесконечным продлением хронометража может убить даже самую перспективную историю. Вместо глубокой психологической драмы о преодолении травм зрители получили бег по замкнутому кругу, где героям давно пора обратиться к специалистам.